Привет, 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 песеры, с вами Морж, и сегодня я хочу поговорить про режимы игры, которые доступны на данный момент в eFootball 2022. Мы смотрим на ПК-консольную версию, мы понимаем, что в мобиле будет то же самое, именно это подразумевает кроссплатформенность. На самом деле скоро Пасха, и я бы даже при всем том, что я атеист, я бы пошел и поставил в церковь свечку, чтобы этой кроссплатформенности не было. Мне кажется, Konami совершают огромную ошибку, но пока так, поэтому мы рассматриваем ПК-консольную версию, чтобы понимать, во что же нам придется играть в, собственно, мобильной версии. И сегодня, как я уже сказал, режимы игры. Что же у нас здесь хорошего и во что здесь вообще стоит играть и насколько долго в это можно все играть. Начнем мы с соревнований. Есть у нас два варианта соревнований: Worldwide Clubs и Испанская лига, где ты играешь против ботов. Я уже это показывал, здесь ты играешь с ботами. Единственный плюс этого режима, что ты здесь можешь прокачать команду. То есть за матчи футболисты получают опыт, который ты можешь потратить на сыгранность, можешь потратить на навыки. Я вот играю на лучшем игроке, и по сути за каждую победу я получаю 1038 очков, и какую вы думаете награду? Аж 100 ГП. Да, фармить никакие ценности здесь не получится, только прокачивать игроков. То есть за первые 250, 500, 1000, 2000 и 3000 очков здесь есть хорошие награды. Далее, каждые 1000 очков 100 ГП. Ну вот, Левандовский стоит у нас 1 200 000. Можете сами умножить 100 ГП, чтобы получить 1 200 000, сколько матчей мне нужно выиграть. При этом, честно скажу, я не все матчи выигрываю. То есть я играю и 2-2, иногда проигрываю 1-0, иногда 3-3, иногда 8-1 разношу. Здесь весь прикол Konami, который, ну вы, мобильные игроки, уж точно знаете. Когда ты играешь против искусственного интеллекта, мягко говоря, твоя команда становится командой дегенератов. У тебя просто выключается какой-либо интеллект, твои игроки не двигаются, твои игроки тупорылят, при этом у компьютера всегда 99 корпус, 99 ускорения, 99 баланс, ну и так далее. Я думаю, вы знаете весь этот прикол игры против ботов. И это причем не самая большая сложность игры, то есть есть еще суперзвезда и легенда, куда я вообще соваться не готов. Но здесь можно прокачивать игроков, вы видите, 31 000 очков я набрал, то есть я пользуюсь этим режимом, чтобы прокачать своих игроков. Единственное, хочу сказать, ребят, по этому режиму, здесь важно правильно выбрать тренера, чтобы ваши игроки прокачивались. Смотрите. Дорогие тренера у нас имеют чаще всего вот такой вот бонус. Игроки с 5 звездами на карточке получают за матч на 100% опыта больше. С одной стороны, у меня здесь 5-звездочные игроки. Это Холланд, это Влахович, это Бекхэм, это Локотелли, это Де Йонг, вроде все... и Варан. Ну, то есть, вроде достаточно много. Но, смотрите, получается у меня 4, 5... 6 в стартовом составе. 6 получают на 100% опыта больше. Итак, вся команда получает 100% опыта. Это 1100 опыта, правильно? 11 игроков на 100%, 1100% опыта, грубо говоря. Плюс 6 игроков еще получают по плюс 100 опыта. Получается 1100 плюс 600, получаем 1700% опыта, если я поставлю такого тренера. Далее у нас есть тренера, которые, допустим, влияют на молодых игроков. Аналогично, на 100% больше опыта. Допустим, у меня все 11 игроков молодые. В итоге мы получаем 2400% опыта. Вроде много. Ой, 2200, да, конечно же, 2200, 11 игроков на поле. Вроде много, вроде вот идеальный тренер, если у вас все игроки молодые. Но не совсем, здесь немножечко собачка порылась. Смотрите, у нас есть тренера, которые тренируют именно по позиции. Конкретно этот, игроки на позиции защитник получают за матч на 300% больше очков опыта. У меня 4 защитника, то есть 7 игроков у меня не будут получать опыт, 4 будут получать. Смотрите, 7 игроков получают за матч по 100% опыта, это 700% опыта, и 4 игрока получают по 400% опыта, то есть 100 изначально, и здесь еще на 300 больше. Это 1600 опыта. Итого мы имеем 2300% опыта за матч. Поэтому, если вы хотите получать самый максимум вообще выдаивать опыта, да, здесь будет усиливаться только одна линия. Да, это работает только если у вас 4 игрока в этой линии, а лучше 5, тогда еще будет больше. Но самый выгодный тренер получаются, которые качают именно по позициям. Я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть были бы у меня все 5-звездочные игроки, я бы получал 2200. Здесь 1600 плюс 700, 2300. То есть все-таки все равно больше. Вот, это я хотел отметить.
Собственно, в этот режим есть смысл играть только что прокачивать игроков, больше здесь ловить нехрен, фармить здесь тоже не получится. Далее, испытание Worldwide Clubs. Здесь фармить тоже не получится, играть в этот режим много не надо. Играешь здесь ты против реального человека, играешь ты составом, который ты собрал сам, то есть, ну, вашим основным составом. За первый круг получаешь 2000, за второй круг 2000 и за третий круг 4000 ГП. После этого тоже это можно перепроходить и получать аж огромные 100 ГП за матч. Ну, конечно, если ты выполнишь условия ивента. Я считаю, что тут время свое тратить вообще абсолютно не стоит. Кроме этого, кстати, почему-то игра подгружается как-то не особо шустро. У нас есть дивизионы. Дивизионы у нас недавно их относительно ввели, не слишком много я в них наиграл. Тем не менее, матч из дивизиона я уже вчера выкладывал. На данный момент я нахожусь в 7-м дивизионе. Что у нас здесь хорошего? Здесь мы получаем награды за повышение в дивизион, то есть если я дойду до первого, то получу аж 20 тысяч ГП. Запомните эту цифру, потому что дальше будет смешно. Я вас уверяю, дальше будет смешно. Если я захожу во второй дивизион, 10 тысяч ГП, третий 10, четвертый 8, пятый, ну и так далее. Также есть здесь награда за фазу, многие люди вообще не поняли, что это. За первый дивизион 30 тысяч, опять запомнили мы эту цифру. Вот, второй дивизион 20, ну и так далее. Ребят, фаза — это сезон, который у нас идет. Этот сезон у нас закончится 19.05. Вот, и если вы будете в первом дивизионе, то вы получите 30 тысяч ГП. Если во втором, то награда, соответственно, в третьем, ну и так далее. Я думаю, это понимаете. 19 числа эти награды нам выдадут. И здесь ты играешь с реальными противниками. И здесь ты играешь часто с ребятами, которые на дивизион гораздо выше тебя. Они лучше играют и так далее. То есть придется страдать. И я не зря ваше внимание обратил внимание, какой я тавтолог, именно на эти цифры. Сейчас я вам покажу почему. То есть нужно либо страдать в дивизионах, да, идти в первый дивизион, чтобы за переход в него получить 20 тысяч, а потом, если ты в нем останешься за сезон 30, но у нас есть другие испытания. Это просто, это клоунада от Konami. Так, есть у нас испытания J-лиги. Здесь тоже сделано все максимально гениально, в принципе, в теме японцев. Смотрите, тот же вариант, как у нас Worldwide Clubs, но здесь нам дают команду, точнее, мы выбираем одну из команд J-лиги и играем ими. Что здесь гениального, спросите вы? Может, ну вроде на первый взгляд ничего такого, а я сейчас вас ошеломлю просто. Короче, во-первых, вы выбираете команду вслепую. Нельзя посмотреть ни ее расстановку, ни хрена, ни набор ее игроков. Вам же это не надо, вы же все знаете, как и я, японские команды, но я знаю все. Я по 40 игроков каждой этой японской команды могу вам сейчас перечислить, и кто на какой позиции играет, кто какого года рождения и так далее. Konami серьезно думает, что мы это знаем? Ну, типа ты вслепую выбираешь одну из команд японских. Ты не знаешь ни расстановки, ничего. И вы скажете, можно расстановку же можно менять. Да, можно, но это только нужно делать перед матчем. Это охренеть как неудобно. То есть в лобби, посмотрите, я не могу выставить тактику, которая мне нужна. Итого, каждый матч, мне перед матчем нужно будет постоянно эту расстановку дергать и выставлять так, как мне нужно. Мне вот это, если честно, ни хрена не нравится. Вот прям вообще ни хрена. Кстати, в американской лиге то же самое, абсолютно то же самое. Выбираете команду, ни расстановки, ничего, пожалуйста, играйте. Если тебе что-то не нравится, то, естественно, выставляю это перед матчем. Кстати, по матчам тоже есть вопрос. Я вот как бы поставил не ограничивать радиус поиска, чтобы мне искало любых соперников. И соперников ищет долго. Но так как я игрок PS Mobile, я уже привык играть в наше самое крутое событие за этот год. Это ошибка 1009, нажмите повторить. Тут, слава богу, хотя бы повторить каждые 3 секунды нажимать не надо. Поэтому я готов по 40 минут сидеть, искать матчи. Типа я как мобильный игрок к этому привыкший. И вот сейчас будет самый большой попам в нашей игре. И не зря вы запоминали цифры. Короче, у нас есть тут еще испытание испанской лиги. Блин, какой это стыд и как это смешно. Аналогично, мы здесь выбираем команду из представленных. Тут хотя бы игроков знаем, да, это испанская лига, это нормально. Но в чем прикол? Как здесь получаются награды? Во-первых, здесь награды за первый тур 10 тысяч очков, за второй 10 и за третий 20. Ну, то есть по сравнению с предыдущими 2, 4 явно награды хороши. И самое интересное, ребят, здесь нужно просто сыграть матч. Здесь не нужно победить, здесь не нужно сыграть в ничью, здесь нужно просто сыграть в матч. В первом испытании 1 матч, во втором испытании 1 матч, и в третьем испытании 2 матча. Ты просто их играешь и получаешь 20 тысяч ГП. 20 тысяч ГП, помним, да? Именно столько дают за проход в первый дивизион. В 1,5 раза больше дают за то, что ты в этом первом дивизионе остался по итогам сезона. А здесь нужно просто сыграть 2 матча. Просто сыграть 2 матча — это логика Konami, которая не поддается вообще никаким объяснениям. В общем,
В общем, само собой, сейчас люди играют в дивизионы, потому, ну, естественно, по первому разу проходят все эти испытания, и дальше играют в дивизионы, потому что играть здесь больше негде. Поэтому я бы вам советовал тоже заходить в дивизионы. Ну, а что еще нам остается? Да, там награды говно, по крайней мере, пока первая фаза не закончится. И играть, конечно же, прокачивать свою команду. По тренерам я сказал, как я вам советую качать, чтобы получать самый максимальный профит с этого всего. В испанской лиге, которая у нас сейчас идет, скоро она закончится, ее сменят вот через день, 12 часов она заканчивается, сменят на что-то новое, и опять хоть какие-то награды смогу получить. Как видите, 31 тысячу очков я здесь уже набрал, просто сыгрывая команду. И, в принципе, команда меня моя более-менее устраивает. Но есть еще куда качать. Здесь действительно без тренеров опыта, здесь нужно сотни матчей, чтобы нормально себя чувствовать. Ну, то есть, чтобы нормально прокачать игрока, нужно откатать за него сотни матчей. Я, честно, подозреваю, что какие-нибудь самые молодые таланты, там может быть и тысячами, это все исчисляется. Опыта дают здесь не особо много. Тем не менее, это вот тот вариант, который нормально поможет вам, собственно, играть в нашу игру. Но, само собой, готовьтесь к тому, что бот будет явно читерить, даже не на самом высоком уровне сложности. К сожалению, у Konami всегда так. Я в 21 части к этому привык, я думаю, вы играли на суперзвезде и знаете, как там все здорово и замечательно. Ладно, на этом буду потихонечку закругляться. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем счастливой Пасхи. Вот, кто верит, тому в церковь, кто не верит, покусать. Ну, можно, кстати, и покусать вкусные куличи. И надеюсь, что у вас за окном уже весна, и на душе, главное, тоже весна. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.